Привет, дорогие любители техники, машин, механизмов и всего, что с этим связано. Сегодня у меня для вас видеоролик про вот эту вот поистине исполинскую машину. Идемся с вами вместе по этой машине. Я покажу основные ее узлы, элементы. То есть это будет небольшая такая техническая экскурсия. Надеюсь, вам будет очень интересно. Обязательно поставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И приятного просмотра! Да, друзья, совершенно забыл сказать, что это за машина. Наверное, вы уже увидели ее маркировку. Это карьерный гидравлический экскаватор Komatsu 5500 6 серии. Вот такой, друзья, огромный ковш ставится на эту машину. Посмотрите, какая боковая защита. Объем этого ковша составляет 26 кубометров. Это скальный ковш для твердых пород. На уголь, например, можно поставить ковш 29 кубометров. Вот такая на нем гусеничная лента, состоит она из 46 траков, ширина каждого трака составляет 1350 мм. Имеет эта машина 3 поддерживающих катка и 7 опорных, вот вы можете их видеть. Вот, ребят, смотрите, при моем росте 1,83 м я едва-едва дотягиваюсь до верхнего трака, с учетом того, что гусеничная лента сейчас не натянута. Вот тут покажу вам приводную звезду, смотрите, какие у нее зубья, когда-то были широченные, но в процессе эксплуатации, конечно же, износились. Что, в принципе, неудивительно, так как масса машины составляет 533 тонны. Совершенно забыл сказать, друзья, что данная машина для привода своих насосов использует электродвигатели. Питаются они через такой вот кабель, огроменный, толстенный, напряжением 6 киловольт. А вот эта штукенция, это каретка кабелеукладчика. Она вот таким образом ходит при помощи вот этой цепи и укладывает кабель на кабельный барабан ровно. Отсюда силовой кабель выходит из кабельного барабана и уже идет в поворотную платформу. Вот, друзья, снизу здесь хорошо видно, раз и два, это крышки поворотных редукторов. Внутри находятся шестерни, которые входят в зацепление с зубчатым винцом поворотного круга. И с их помощью осуществляется поворот платформы. Покажу, друзья, вам еще раз трак. Посмотрите, какой он огромный по сравнению с моей рукой. И заодно можно рассмотреть редуктор хода, то есть ходовой редуктор. Да. В качестве привода звезды используются два гидромотора, соответственно, через редуктор. Так, здесь находятся тормоза, то есть которые затормаживают звездочку, а там непосредственно гидромоторы. Гидромоторы обычные, постоянной производительности, с наклонным блоком. Здесь, друзья, хорошо виден электродвигатель привода кабельного барабана и вводной электрический шкаф. Вот, друзья, смотрите, здесь гидромоторы хода с другой стороны. Находимся сейчас под машиной. Там гидролинии от них заходят в центральную часть машины, в центральную часть ходовой тележки. И через специальный узел ротоуплотнения проходят вверх, то есть в поворотную платформу. Сам этот узел крайне интересен. Находится он вот на такой площадочке здесь. И задача его в том, чтобы обеспечить свободное вращение машины, да, то есть на 360 градусов, и при этом герметичность для гидравлической жидкости, которая будет подаваться с платформы вниз на те же, допустим, гидромоторы хода. Ну вот, друзья, перешли мы в переднюю часть машины, это задняя стенка ковша, это гидроцилиндры подворота ковша, такие вот крупные гидроцилиндры, пальцы здесь тоже достаточно большие. Внутри задней стенки находятся гидроцилиндры, которые вот эту вот челюсть, то есть переднюю часть ковша отводят. То есть у нас ковш раскрывается и горная масса высыпается в кузов самосвала. Здесь вот как раз виден нижний палец, да, то есть вот это стопор нижнего пальца гидроцилиндра открывания ковша, а сами цилиндры прячутся внутри. Сейчас я их по возможности покажу. Здесь нет, не удается мне дотянуться, чтобы показать верхнюю проушину гидроцилиндра, но она там. Данная машина, друзья, оснащена системой централизованной смазки, то есть к каждой паре трения, да, к каждому пальцу, каждому узлу трения подводится индивидуальная смазка. Вот эта пластина, например, служит, чтобы не обламывала породой вот этот штуцер смазочный. Здесь как раз вот эти шланги централизованной смазки хорошо и видно. Они такие характерные, достаточно тонкие и подходят к точкам смазки.
Так, друзья, давайте покажу, как подходит гидролиния и линия смазки к задней стенке ковша. Вот видите, два шланга в защите. Это у нас гидролиния открывания ковша, открывание-закрывание ковша. Здесь видно, как отходят отходящие рукава высокого давления непосредственно к гидроцилиндрам. И также чуть потоньше это магистральный рукав смазки. Так, друзья, смотрите, на правом цилиндре покажу, как подходят уже непосредственно к гидроцилиндру рукава высокого давления. Да? Ну, в общем, как-то так. Это, друзья, вот сейчас камера наведена на гидроцилиндры подъема стрелы и гидроцилиндры напора, так называемые, ну или управление рукоятью. Соответственно, самые мощные стреловые, потому что на них приходится львиная доля нагрузки, которая находится в ковше. Ну, к слову сказать, друзья, гидравлические экскаваторы достаточно компактные. Канатный экскаватор той же кубатуры будет просто на порядок больше. Ну что, друзья, давайте уже поднимемся на первый уровень поворотной платформы и осмотрим, что здесь есть интересного. Смотрите, вот я поднялся, там видно свернутый кабель этой машины. И как только мы поднялись, здесь рядом с лестницей находится выключатель управления лестницей. Лестница здесь имеет гидравлический привод, ну что не мудрено на гидравлической машине, да. Такие вот кнопки, это кнопки аварийного основного двигателя, они расположены по всей машине. В течение видео будут вам попадаться на глаза, про каждую отдельно рассказывать не буду, так что смотрите. Здесь у нас трапики и проходят мимо распределителей в машинное отделение. Ну и первое, что нам попадается на глаза, это два огромных редуктора отбора мощности. Вот, друзья, первый редуктор, вот второй редуктор. Приводятся они вот такими мощными электродвигателями фирмы ABB по 900 киловатт каждый. Про них расскажу немножко поподробнее. Вот опять кнопка, говорю, они будут сопровождать постоянно. Подробнее, друзья, немножко о электродвигателях. Это асинхронники мощностью по 900 киловатт. Посмотрите, какие фазные толстые проводники подходят к ним. Ну и охлаждение двигателей осуществляется воздухом, крыльчатка на каждом двигателе с выбросом воздуха вверх по шахте. Ну вот, друзья, перебрались на переднюю стенку, где у нас крепятся насосы к редуктору. Здесь 3 насоса, каждый из них производительностью просто колоссальной, 700 литров в минуту. Насосы эти, друзья, аксиально-поршневые, они с наклонной шайбой изменяемой производительности. Да? Управление ими происходит при помощи вот этих вот разнообразных клапанов. Смотрите, кстати, здесь даже есть табличка с номером двигателя. Здесь 1 и здесь 2. Видите, разнообразное количество здесь электромагнитных клапанов, пропорциональных и непропорциональных для управления узлами экскаватора. На каждом насосе, друзья, обратите внимание, стоит такой вот шестеренный насос. Здесь чаще всего он используется либо для циркуляции масла, либо для питания каких-то вспомогательных систем, например, систем управления. Вот такая заборная огромная гофра, она соединяет заборный коллектор у нас с непосредственно всасом насоса, то есть с частью насоса, куда подается у нас масло. А это напорный шланг, то есть он соединяет у нас с напорным коллектором, то есть идет уже к распределителю через линейные фильтра. Так, друзья, здесь поднял я мостик, хорошо видно клапан гидромотора поворота платформы. Второй гидромотор видно не очень хорошо, но тем не менее он здесь. А это, как вы, наверное, уже догадались, гидробак. Объем его, друзья, 3715 литров. А объем гидросистемы в целом, так, к слову говоря, 6000 литров. За этой решеткой, друзья, находятся радиаторы охлаждения гидравлического масла и масло редукторов отбора мощности. Здесь вы также видите и вентиляторы, которые охлаждают их. Здесь, друзья, на гидробаке имеются тены для подогрева масла в зимнее время и разнообразные датчики, такие как, например, датчик уровня масла в гидробаке. Ну что, можно переместиться уже к гидрораспределителям. Вот он первый, вот второй и третий гидрораспределитель. В принципе, эти гидрораспределители одинаковые и объединены для обеспечения пропускной способности. Здесь сбоку, друзья, вы видите стаканы сбоку на распределителе, к которым подходят шланги управляющего давления. Это масло под давлением воздействует на торец золотника. Золотник смещается в ту или иную сторону, соответственно, задействуя ту или иную операцию.
Давление срабатывания разгрузочного клапана 310 килограмм силы на квадратный сантиметр. Масло под давлением подается по вот этим вот толстым напорным рукавам от главных насосов. Перед этим масло проходит фильтрацию в полнопоточных фильтрах высокого давления. То есть вот шланг приходит, вот в этой колбе находится фильтр, его ячейка 200 микрон. Кроме этого есть фильтра в гидробаке, они фильтруют обратный поток масла, и они 10-микронные. И также еще 3-микронный фильтр утечек. Ну а это уже напорные гидролинии, которые уже расходятся по исполнительным механизмам стрелы, рукояти и ковша. Так, ну что, друзья, поднялись мы с вами вот на верхний уровень. Здесь находится вход в кабину. Здесь такая площадка, где расположен, вот, смотрите, ящик со всякими приблудами. Например, там ветошь, какой-то инструмент. А это нагнетательные установки системы централизованной смазки. Они включают в себя насосы и вот такие емкости. То есть насосы здесь идентичны. Единственное, что два насоса служат для смазки рабочего оборудования. И вот этот вот насос служит для смазки зубчатого винца поворотного круга. Привод здесь насосов для консистентной смазки гидравлический, а емкость каждого бака составляет 300 литров. Здесь на площадке также находятся 3 слаботочных шкафа, в них находятся АЦП, то есть аналогоцифровые преобразователи, и промежуточные контроллеры. Вот я снял крышку, как выглядит это все дело внутри. За вот этой монтажной пластиной находится еще контроллер и аналогоцифровой преобразователь. Здесь вот имеется блок диодов для примера и блок резисторов. Ну что, друзья, добрались мы до одного из интересных моментов, до рабочего места оператора. Находимся сейчас в кабине оператора. На левой панели, друзья, смотрите, находится блок управления климатом, радиостанция и разнообразные тумблеры управления системами экскаватора. Снизу видны педали также. И, конечно же, камера заднего вида. Здесь сзади за сиденьем оператора имеется холодильник, можно хранить какие-то там пищевые продукты. Сверху расположена микроволновая печь, она уже сюда установлена нештатно и привязана, потому что здесь нещадно трясет. Интересный, друзья, здесь механизм открывания двери. Вот так дверь открыть не получится. Смотрите, вот эта вот бабышка, по ней нужно вот так ударить, и тогда дверь открывается. Так, спустились мы на уровень ниже, находимся сейчас у низковольтной кабины. Это, друзья, климатическая установка охлаждения низковольтной кабины. То есть это кондиционер, смотрите, здесь глазок для контроля наличия хладагента в системе. Вот открыли дверь, то есть вот это вот пространство охлаждается своим отдельным кондиционером. Здесь находится баллон системы пожаротушения. Вот это вот датчик, который реагирует на температуру в этом помещении. Ну и вообще можете обратить внимание, что все пространство покрыто такой специальной пеной. Левая стенка включает в себя как устройство на 380 вольт, так и на 24 вольта. Правая стенка здесь в основном только 24 вольта, плюс, вот, например, контроллер, главный контроллер машины. И, например, вот промежуточный контроллер, таких контроллеров здесь много, они собирают данные от АЦП, от аналога цифровых преобразователей по шине CAN. Вот здесь, смотрите, видны разъемы шины CAN. CAN – это аббревиатура с английского Controller Area Network. Это сеть контроллеров машин. То есть это локальная сеть машины. Если кому интересно, могу сделать отдельный ролик, где подробно об этом расскажу. Здесь, смотрите, друзья, находится контроллер управления насосами. У них свой контроллер. А здесь, вот, смотрите, дефлекторы той установки климатической, о которой до этого я рассказал и показал. Ну и здесь расположены реле и блок управления той же климатической установкой. Смотрите, вот пена, поподробнее ее покажу. Такая вот она, как, я даже не знаю, что это за материал. Скорее всего, это как для теплоизоляции и для пожарной защиты. То есть, скорее всего, она не поддерживает горение. Так, ну что, друзья, зайдем в святая святых этой машины. Это высоковольтная камера.
На правой стенке высоковольтной камеры находятся здесь контакторы управления главными двигателями, высоковольтные контакторы, здесь плавки и вставки, здесь в полу, смотрите, входит силовой кабель, который там вот через кабельного барабана приходит, здесь сюда он заходит через ротоуплотнение, через кольцевые контакторы. Это отопитель, здесь подогревается воздух, когда зимой холодно, вот такие толстенные медные шины. Все здесь узлы и элементы настолько качественные, что за весь срок эксплуатации сюда практически мы не заходили. Хотя можете представить, какую нагрузку, да, и какие токи коммутируют эти устройства. Ну и как же здесь без кондиционера? То есть у этого помещения также есть свой кондиционер. Здесь также еще один обогреватель для отопления. Ну и здесь коммутационные колодки, то есть соединительные колодки для всех этих устройств. Здесь у нас находятся два трехфазных трансформатора, которые дают нам питание для бортовых устройств 380 вольт, таких как тены, например, подогрева гидробака. Также и отопители, вот эти обогреватели, калориферы, которые я показал, тоже работают от напряжения 380 вольт. Имеются здесь также, друзья, обыкновенные аккумуляторы на 12 вольт, свинцовые батареи по 200 ампер-часов каждая, то есть как на обычных грузовиках. Нужны они для питания бортовых сетей, когда у нас экскаватор отключен от линии электропередач. Ну а здесь вот тот самый кондиционер, чьи дефлекторы выходят в высоковольтную камеру. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша техническая экскурсия. Надеюсь, вам было интересно. Я постарался по максимуму более просто и коротко рассказать о каждом из элементов. Если полностью подробно рассказывать, ролик получится неимоверно длинный, там 2 часа и более, и это будет уже утомительно. Если вам нравится подобный формат, то обязательно поддержите канал подпиской, поставьте лайк, и всего вам доброго, до новых встреч!